Ничего, сейчас все будет. Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ИСБ. Сегодняшняя тема, я думаю, понравится многим. Я решил собрать топ-10 алибардистов. Топ-10 людей, которым не стоит попадаться под руку в бугурте. Топ-10 людей, которые, вероятно, вынесут вас с одного удара. Для многих алибарда – это королева бугуртных полей и квинтэссенция средневековой мощи. Это топ-10 людей, которые справляются с этой мощью лучше других. В настоящем рейтинге я исхожу из того, что существует два типа алибардистов. Алибардисты строевые и алибардисты-поединщики. При этом строевиков я оцениваю заведомо выше, потому как алибарда — это все-таки оружие группового боя. Однако, если боец является хорошим поединщиком, то он получает дополнительные, баллы. Ну что ж, начнем. Номер 10. Джефф Галли. Возможно, в России молодые бойцы не знают, кто такой Джефф Галли, однако в США, откуда он родом, он хорошо известен, так как является феноменальным поединщиком-алибардистом и одним из мастодонтов местного движения. Именно он был одним из фаворитов на первом в истории турнире алибардистов в рамках Битвы наций. Там в полуфинальном круге он встретился с Алексеем Найдеровым, которому проиграл. Бой был по-настоящему потрясающим, и многие отмечали, что он мог бы быть классным финальным боем. Однако в тот раз жеребьевка сложилась иначе, и Джефф Галли занял третье место, а не второе. Я обязательно оставлю ссылку на этот бой, посмотрите, это отличный образец фехтования на алибардах. Забавный факт, за несколько месяцев до того самого боя мне попалась на глаза запись с боями Джеффа Галли. Я был под огромным впечатлением и отправил эту запись Алексею Найдерову со словами: «Леха, зацени, какой крутой мужик». Леша ответил, что да, мужик очень крутой. Я спросил: «Ты бы хотел с ним подраться?» Алексей ответил: «Да ну нафиг, тут и проиграть недолго». И именно с этим человеком через пару месяцев Алексею предстояло встретиться на ресталище Битвы наций в Праге. Девятое место. Ильяс Вышутин, клуб «Князь», Украина. Добавить этого бойца в настоящий рейтинг мне рекомендовали многие, в том числе Алексей Найдеров. Ильяс рослый и сильный тяжеловес. Вы можете увидеть его в боях 5 на 5, так и в более крупных сражениях. По многочисленному мнению, он обладает одним из самых сокрушительных ударов в украинской сборной. Кроме того, он хорошо борется. В 2019 году на первом Бугурт Прайме, в том числе благодаря алибарде Вышутина, команда «Князь» завоевала третье место. А на юбилейной Битве наций в 2019 году в полуфинальном бою против команды Великобритании Ильяс Вышутин, по моему мнению, был самым крутым бойцом. В среднем он делал по 2 фрага за раунд. 2 он бросил, 2 забил топором. Он обезоружил соперника, одного англичанина он нокаутировал с одного удара. Да, тот бой его команда не выиграла, однако Вышутин продемонстрировал себя феноменальным бойцом. Восьмое место. Илья Драган. Надо это оставить. Номер 8. Илья Драган. Боец из Молдовы, входит в основной состав команды «Боярд». Обычно Илья воюет на центре поля и много маневрирует. Будучи вооруженным тяжелым двуручным топором и обладая сильным ударом, он держит в постоянном напряжении бойцов команды соперника. Как я и сказал в начале, это топ-10 людей, которые могут вынести вас с одного удара. И кому как не мне, знать, что Илья Драган способен на это. В 2019 году на Реконе я, зазевавшись, пропустил очень сильный удар от этого бойца и был нокаутирован. В итоге я потратил достаточно много денег на невропатолога, потому что сотряс, и на дантиста, потому что от удара я так сильно клацнул зубами, что часть из них раскололась. Друзья, не зевайте и носите капу. Стоит добавить, что кроме очень сильного удара, Илья обладает некоторой проблемой с меткостью. На том же Реконе 2019 он нанес несколько ударов в запрещенные зоны, за что получил бан на полгода. Следующий в моем списке номер 7. Андрей Киселюс. Всем хорошо известный боец клуба Берн команды «Партизан-1». Андрей обладает сокрушительным ударом, и даже одноручным оружием он способен наносить тяжелые повреждения, что уж говорить про мощь двуручного оружия. Не раз бойцы топовых команд были вынуждены сесть под градом ударов Андрея. Последним. Ой-ой-ой-ой-ой! Киселюс также уникален тем, что, будучи рослым, сильным и тяжелым бойцом, он не уступает в маневренности легковесом, поэтому он может сражаться не только в первой линии, но и чуть-чуть застроен, выполняя функции бойца заградотряда, отлавливая бойцов противника, забежавших в тыл. Номер 6 и 5.
Эти места я не смог распределить точно, потому как не берусь сказать, кто из этих двух алибардистов лучше. Итак, на 5 и 6 месте Дмитрий Кученко, клуб Берн, и Евгений Гладков, клуб Ури. Это два легендарных алибардиста. И на мой взгляд, это лучшее воплощение именно строевых алибардистов. Евгений Гладков. Человек несгибаемой воли и потрясающей стойкости. Как Андрей Киселюс, он обладает чудовищным ударом и способен нокаутировать даже одноручным оружием. Зачастую древки алибард не выдерживают мощи и ломаются от ударов. Что уж говорить о людях. Я вообще не знаю, способен ли Евгений Гладков уставать, потому как даже в самом тяжелом бою он до последнего остается на ногах и продолжает рубить и рубить и рубить. Скажем, в 2016 году в бою 21 на 21 против Украины во втором раунде он нанес порядка 40 ударов, работал как отбойный молоток, выдавая серии по 10-15 за раз. Тяжелая алибарда. Дмитрий Кунченко является боевым капитаном сборной России и главой московского отделения клуба Берн. В большую войну Дмитрий неизменно выходит с алибардой. И да, он способен работать в первой линии, поддерживая плотный огонь. Однако главной его фишкой, я считаю, точечные удары, которые он наносит в нужное время и, главное, в нужное место, там, где они будут наиболее болезненными. Дмитрий не будет концентрироваться на одном противнике. Скорее он будет наносить удары по нескольким, как бы прощупывая их и внося свой вклад там и здесь. Также стоит отметить, что он обладает колоссальным опытом больших боев и способен руководить большими группами людей. Именно Дмитрий был командиром партии победителей на последней битве нации в боях 150 на 150. На 4-ю позицию я поместил Евгения Баранова, глава белорусского отделения клуба Берн, команды Сибры. Так высоко в моем рейтинге он поднялся потому, что кроме того, что он является прекрасным образцом опытного командного алибардиста, который, возможно, не обладает самым сильным ударом, но точно знает, когда и куда бить. Бойцам команды Сибры. Сильнейший удар! Кроме этого, Евгений является неоднократным призером и чемпионом битвы наций в номинации алибарды. Он в разные года занимал первое, второе, третье места, что, безусловно, говорит о его высоком уровне как поединщика. Номер 3. На 3-е место я поместил Евгения Агеева. Евгений великолепно сражается с алибардой в рамках 5 на 5. Он сочетает чудовищные силы удары с высокими борцовскими навыками. Кроме того, Евгений активно использует древко в бою. Зачастую удары обратным концом древка от Евгения по силе не уступают ударам самого топора. Ко всему этому добавьте высокие фехтовальные навыки. Выдающаяся сила позволяет ему мастерски управляться с таким тяжелым оружием. Особенность техники Евгения в том, что он использует в основном горизонтальные удары. Это делает его очень опасным бойцом в рамках 5 на 5, но плохо приспособленным для боев 21 на 21 и больше, где очень мало места для маневра. Евгений является 3-м в истории чемпионом мира по алибардам. Более того, он брал этот титул дважды, что на настоящий момент является рекордом. Номер 2. Здесь расположился Ярослав Русанов, молодой вундеркинд из питерского отделения клуба Берн. Как и Евгений Агеев, он прекрасно справляется с ролью командного алибардиста и отличного борца. На последнем Реконе в 2020 году он был назван самым эффективным бойцом турнира, после того, как в одном раунде бросил сразу 3 бойцов команды противника. На мой взгляд, Ярослав пока не обладает по-настоящему сокрушительным ударом. Он компенсирует это плотностью огня. Но Ярослав достаточно молод, у него много времени впереди, чтобы наверстать в этом компоненте. И вот тогда всем точно конец. В моем рейтинге я поставил его на позицию выше, чем Евгения Агеева, по той причине, что Ярослав является действующим чемпионом мира по алибардам. И 1-е место. На 1-м месте расположился человек, о котором, я думаю, вы и так с самого начала думали. Это Алексей Найдеров по прозвищу Брю, глава питерского отделения клуба Берн. Искрометный балагур и весельчак, любитель насилия и верный последователь монгольского бога войны Сульда. И хоть он давно сменил направление реконструкции, многие по старой памяти называют его хан, так как долгое время он был руководителем татарского отделения польско-литовского копья. Теперь это питерское отделение клуба Берн. Алексей действительно способен вырубить человека с одного удара, и этому существует масса доказательств. Возможно, Леша не лучший борец,
Однако он возвел владение алебардой в ранг искусства, если хотите. Алексей уникален тем, что он является первым в истории чемпионом мира по боям на алебардах. Кроме того, важным является тот факт, что 2 из 3 следующих чемпионов, что Ярослав Русанов, что Евгений Агеев, являются его учениками. А это значит, что Алексей не только уникальный смертоносный боец, он способен свои тайные знания систематизировать и эффективно передавать следующим поколениям. А это супер важно. Таков мой рейтинг, друзья. Если вы не согласны со списком бойцов или считаете, что они распределены в рейтинге несправедливо, напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за внимание. Жмите колокольчик, подписывайтесь. Удачи. Пока. Боец из Молдовы, постоянный в одном раунде бросил сразу 3 противников команды бойцов. В 2019 году я зазевавшись, как Андрей Киселюс, он даже одноручным оружием способен нокаутировать человека. Вот такой вот он крутой. Таков мой рейтинг, друзья. Если вы не сосы... Не сосы, да. Все, не сосы.